основные заболевания носа и около носовых пазух. Это уже мы переходим к следующему нашему. Ощущаю. Это особенно важно, потому что очень многие при заболевании, первый симптом при начале коронавируса – это потеря обоняния. Потеря, мы не различаем ничего, даже свои любимые духи, запах. Это инфекционные, вирусные, бактериальные, грибковые заболевания носа, риниты. Воспаление слизистой оболочки. Причины – это различные микробы, вирусы, аллергические реакции. Основные симптомы – чихание, слезоточивость, слизистые выделения. Хронический насморк, наблюдается снижение обоняния и сильный отек слизистой оболочки носа. Так что не только при коронавирусе теряется обоняние. Если вы обладатель хронического насморка, не пугайтесь. Это тоже один из симптомов потери обоняния. Ну и насморк – это, конечно же, одно из самых распространенных заболеваний во всем мире. Причины – это инфекции, и основные симптомы – заложенность, головная боль, слабость, лихорадка или наоборот, поток жидкости из носа. И что же делает и что предлагает нам медицина? Медицина нам предлагает всевозможные спреи, и, наверное, мы все-таки обращали внимание на то, что применение назальных спреев показано не больше 5-7 дней. Но кто на это обращает внимание? Очень мало, уверяю вас, потому что огромное количество людей, у которых пропала чувствительность слизистой к спрею, в конце концов. И человек требует все больше и больше капель и замыкает этот порочный круг. И возникает медикаментозный ринит. Сосуды теряют способность сужаться самостоятельно, цилиндрические ресничатые эпителий замещаются многослойным плоским, это сухость вызывает в носу. Слизистая не вырабатывает вещества, нейтрализующие вирусы и бактерии, собственные такие антибиотики, антибиотические вещества. И сухость слизистой оболочки носа, атрофия слизистой – это обеспечено. Головная боль, плохой сон, хронический отек – это самое, я вам могу сказать точно, самое большое количество заболеваний в результате побочных эффектов от длительного применения назальных спреев. Врачи-инфекционисты давно уже испытали Эплир как средство не только снимающее воспаление, а у нас есть несколько кандидатских даже диссертаций, в которых показано, что Эплир способствует росту капиллярной сети, стимулирует рост нервной и сосудистой ткани, но нормальной, не той, которая патологическая. Эплир, наоборот, убивает атипичные клетки. Эплир препятствует образованию фиброзной ткани, а значит разрастанию полипа. Эплир, кроме того, это природный тоже антибиотический продукт, обладает бактерицидным действием. И в конце концов Эплир уже за неделю приема, правильного приема, восстанавливает слизистую оболочку носа. Так что нос начинает у вас дышать, нос начинает работать, как ему, слизистая оболочка, вырабатывать вещества, вырабатывать гиалуроновую кислоту, которая притягивает воду, он внутри увлажненный, не сухой. А вы знаете, что вирусы и бактерии проникают через сухую слизистую. И самое главное у нас – это защита слизистой, особенно в это время, особенно сейчас. Как я действую сейчас? У меня в одном кармане любого, когда я хожу, в одном кармане у меня спрей Флорента, которым я увлажняю регулярно, и крем Флорента, а в другом маска. Когда я одеваю маску, а маску мне пришлось носить практически месяц при перемещениях в Европе, я маску опрыскиваю Флорента спрей и спокойно потом
ее одеваю и дышу вот этой приятной нашей флорентой, которая ее же и обеззараживает. Здесь я вам, внизу вы можете потом или заказать, если кто-то хочет серьезно работать с эплиром, наши кандидатские диссертации, которые подтверждают вот эти все эффекты нашего эплира. Ну, а если уже нос забит этими выделениями, в том числе и гнойными выделениями, в том числе и если даже уже застарелый гайморит, вам поможет для этого промывание 3% раствором эсабелла или 20% раствором флоренты. То есть флоренту нужно 5 раз разбавить, а эсабелл чайная ложка на стакан кипяченой воды. Понадобится большой шприц без как раз насадки. И в этот шприц набираете вы полный шприц жидкости вот этой разведенной и промываете правильно нос. Как правильно промывать? Над тазом вы наклоняете голову, вливаете раствор в одну ноздрю, и чтобы жидкость не проникала, можно произносить звук «и» в момент вливания. Вот когда вы говорите «и», у вас жидкость будет выливаться из ноздри. Раствор выдыхается медленно, словно вы сморкаете. Сделайте осторожно и неторопливо. Процедуру можно будет повторить и с другой ноздрёй. После промывания в каждый носовой ход вы закапываете по 2 капли масла эплир, и даже застарелый гайморит уходит за несколько дней. Этим рецептом нас, кстати, снабдили аргонавты, и мы теперь его все попробовали и рекомендуем. Здесь представлено, как нужно сделать раствор. Что происходит? Быстро облегчается дыхание, носовая полость очищается от присохших корочек, капли, используемые, усваиваются лучше, организм быстрее освобождается от вирусов. При аллергическом рините вымываются аллергены. При гайморите за счет промывания снижается риск инфицирования мозга. И что же является таким провоцирующим фактором для вазомоторных ринитов? Одной из причин – это дисфункция кишечника. Поэтому при подозрении на такой ринит, если он у вас очень частый и, можно сказать, хронический, вы исследуете и лечите состояние кишечника. Для этого в Арго достаточно много различных продуктов, и это уже кишечник, не тема сегодняшней лекции. Ну, а о том, что это самая уязвимая часть нашего тела, нос, видите, сколько вирусов, это более 100 разных, которые вызывают насморк.